Вот какую тяжелую. Это визит-центр природного парка Иргаки, где обычно все туристы отмечаются, а потом выдвигаются на маршрут. Голова, волосы здесь. Здесь сложены руки, это ноги. Скала Спящий Саян. Мне туда как раз идти, по его волосам обходить, спускаться по очень сложному перевалу. Всем привет! Меня зовут Алина. Вы на канале Белая Ворона. Я нахожусь в Иргаках. Yes. В том году я не попала из-за того, что закрыли Иргаки. Из-за нападения медведей на людей с летальным исходом. 2 случая было. Я уже где-то час на маршруте, и можно сказать, что я только-только его начинаю. Я сейчас иду по экотропе, которая ведет к озеру Радужное. От Радужного я пойду к Саяну, скала Спящий Саян. Потом по его волосам будет сложный перевал. Хочу сегодня добраться до озера Лазурное. Местность пересеченная, с крутыми перевалами. Рюкзак у меня очень-очень тяжеленный, около 30 килограммов. Очень огромный, больше меня. Климат здесь резко континентальный. Сейчас жара, жарища. Я вся иду, потом обливаюсь. Иргаки встретили меня отличной погодой, хотя обещали дожди. Но радоваться рано, потому что здесь в одну просто минуту может все резко измениться. Все быстро затянуть облаками, туманом, может пойти дождь, даже град. В любой момент кажется жара, и тут же резко все может измениться. Бабочка пролетела. Поэтому расслабляться нельзя. Я думала надеть шорты, но нет. Не буду шорты надевать. В начале маршрута в основном тайга, тропы через пихтовый лес, кедровый идет. А дальше будут горы, скалы, курумник и просто невероятные виды. В начале пути еще такая цивилизация. Такие досочки. Идешь, все хорошо. Правда, в гору постоянно. Но по дощечкам, по таким. Тяжко. Первый день на маршруте это всегда очень тяжко. Так как рюкзак еще совсем полный. И так как организм еще не включился. Важно дойти до места, где я планирую разбить лагерь. А там я 2-3 дня побуду, в радиалке похожу, отъем продуктов, рюкзак немножко полегче. Река Малая Буйба. Остановилась умыться. Жарко, не могу, плечи отваливаются. Она такая теплая, что хочется искупаться. Вышла к озеру Радужное. Здесь всегда много туристов. Там вообще я не нашла, где рюкзак поставить, чтобы неудобно было потом надеть. Я его приспособила вот так. Разулась. Решила дать ногам отдохнуть. Там сейчас будет очень крутой подъем по Куруму. А это Саян. Вот его голова, там волосы. По волосам будет перевал. Сначала подняться надо будет, потом очень круто спуститься вниз. Вон скала Орешек. Я на нее всегда делаю восхождение на самый верх, вот на тот мелкий-мелкий наверху камушек. Потому и называется орешек, потому что как будто сверху орешек лежит на скале. А вон висячий камень. На него я тоже схожу в какой-нибудь из дней. Смотрите, как красиво. Какие облака. Вообще просто невероятно. А мы тут плюшками балуемся. Шикарными видами.
Такие дела. Стоит мой тоскливый рюкзачок. Катюня мой висит на нем, такой несчастный. Так хорошо, что уходить неохота отсюда. Здесь в Иргаках носки нельзя на 5 минут оставить. Все, уже паук паутину сплел. На моем носке. Ему понравился мой носок. Что делать? Оставлять ему? Его паук дает. Я поднялась. Этот жестокий курумник. Вот так озеро выглядит сверху. Я вот сижу с такими шикарными видами, передыхаю. Поднялась этот крутой подъем от озера Радужное. И мне теперь к Саяну. Вот он. Это голова Саяна. Это руки. Это орешек, по-моему, это ноги. Вот такой бродик по ходу дела. Такие камни тут везде интересные, по которым идешь. Есть обычный курумник, а есть вот такими узорами. И он еще поблескивает. Красиво. С такими шикарными видами можно превозмогать и превозмогать. Вот так вот. Вот так вот сижу. Мне вообще хорошо. Мне кажется, в Иргаках можно тут просто жить не знаю сколько. Просто лето, оно не резиновое. Ладно, надо двигать дальше. Вода. Божественная вода. Хочу вам сказать, кстати, что здесь вода практически везде очень чистая. И можно спокойно пить. Ой, сейчас я тут и попью, и умоюсь. Наконец-то божественная вода! Вода! Смотрите, как красиво. Вот его лицо, я надеюсь, вы видите, в профиль лежит. Нос, губы, подбородок. А это все волосы. И мне сейчас вот там надо будет спуститься сначала, потом вот тут подняться и вот так по волосам, вот так обойти. И с той стороны будет просто очумительный спуск. И смотрите, какие там пики открываются. Вон. Это скалокит. Меньше надо красоты снимать, а то я сегодня ночью только дойду. Огромный камень, как будто его расколола специально. Кто-то как будто расколол. Наверное, с 15-этажный дом. А я иду по волосам Саяна. Вот это его волосы такие каменные, длинные. И вот сам Саян. Я стою у него под носом, можно сказать. Вот сюда мне подниматься. Круто, круто, круто. И все, я не могу налюбоваться. Как же красиво. Иду, останавливаюсь, смотрю вокруг. Самое главное, я в Иргаках. Я иду, и мне хорошо. Я устала просто зверски. Купила эти веревочки, чтобы очки не упали. Ну, в смысле, если упадут, не разбились. Они уши оттопыривают, и вообще надевать так неудобно. Я иду и пою обо всем хорошем. И улыбку свою я дарю прохожим.
Посмотрите, каких цветов-то только нет. Вон, смотрите, жарки даже на скале выросли. А вон водосбор на скале растет. Бадан цветет. Жарки, по-другому сибирская роза, оранжевый. Это водосбор, это бадан. Листья у него собирают только прошлогодние коричневые, которые уже высохли на корню. Некоторые зеленые срывают, но от них толку меньше. Ой, вообще, смотрите, как же красиво. Сейчас я вот сюда наконец поднимусь. Иду такая, крутой перевал, поднимаюсь по сыпучке, по Куруму. Несу 30 кг и песни пою. Нормально, нет? Я же в горах. В горах так и должно быть. И никак иначе. Вот они, волосы Саяна. Посмотрите, какие. Вот это вообще голова у него заканчивается. Вот. И как будто у него волосы с той стороны я шла, были распущены. Но это типа у него длинные волосы продолжаются. Но мне еще вот здесь, вот идти. И вон туда. А уже там где-то спуск. Смотрите, там вон вода стекает по скалам. А внизу снег еще лежит. Я наверху. Ну почти. Мне вон на ту тропинку. А там потом просто жесть начнется. Вниз надо потом будет спуститься каким-то образом. И вот по этому всему Куруму, вот это поле Курума, пройти. И вон оно, озеро Лазурное. Вон она, мать Саяна. Видите, наклонилась такая, как будто в плаще. А мне на самом деле почему-то морду таксы напоминает. Нос такой, ухо висит. Не знаю, видите вы или нет. Ветер уже ледяной, но солнце еще жарит. Сейчас туда вниз спущусь, и там будет холодно, скорее всего. Я вон смотрю, на озере вообще солнца нет. Без солнца прям сразу очень холодно становится. А я еще вся мокрая. Вот, короче, спуск. Он мокрый, скользкий. И видите, обрыв сразу вниз идет. И вот тут я не знаю, как я буду проходить, потому что мне нужно еще потом сюда, там, может быть, я сейчас спущусь, а потом еще вон туда, под камень как-то. Ну, в общем, я сейчас как-то пройду. Что делать-то? Первый этап пройден. Я спустилась вот здесь по скользкой мокрой горке. А тут только зеленый островок отделяет от обрыва. Попросила горных духов мне помочь, и они мне помогли. Сейчас дубль 2 должен вот здесь. Мне надо вон там на тропу как-то вот через это скользкое место пройти. А вот этот камень отвесной, он сюда в наклон, он мешает. Короче, как-то перешагивать надо, чтобы не поскользнуться и туда он не улететь вниз. Я прошла. Место просто трындецное. Страху натерпелась, жесть. Что я вам скажу интересного? В общем, там жесть всю я прошла. Вот здесь еще более жесть. Не знаю, передаст ли камера. Вот я стою наверху. А здесь везде вот высоко. То есть нигде здесь просто так не слезешь. Блин, у меня чехол от палатки порвался. Он у меня и так весь зашитый, перешитый. Придется по мокру, блин, спускать. Я не увижу, какой он грязный, потому что сразу надела. Может, рваный даже где-то. Вот это перевальчики.
Не успела я отойти от того места, как новая напасть. Вот представьте, как мне сейчас тут спускаться. Даже я пойду, конечно, по этой щели. Я там застревать буду наверняка с рюкзаком. Чем ближе к земле, тем я больше радуюсь, меньше падать. Там пищуха была, не знаю, видели, нет. Мой любимый курум, смотрите, как его много. И вон даже снег лежит. А вот это все Саян с другой стороны. Вот оттуда сверху я спустилась. Ну вот оттуда, с той стороны. Смотрите, какой огромный курум. На нем даже деревья растут. А я вон туда, в ту сторону. О, сил уже никаких нет. Не падать. Не падать. Наконец-то! Я дошла. Вот тут палатка будет сейчас. Организуют. Только еще не знаю, где тут поровнее. Что-то тут камней много. Я, короче, другое место решила. Чуть подальше. Поставлю палатку здесь. Ну и что на камне. Он, в принципе, теплый, прогретый. Тут солнца больше вечером. Вот до сих пор солнце. А там я хотела поставить, там тень, там как-то холодно совсем. И тут, смотрите, костровище такое. Странное, конечно. Я вот эту балку хочу убрать, потому что пожар можно устроить. Вот, я там уже немножко дровишек вон пособирала, здесь походила. И тут озеро прям вот оно рядышком. Вообще класс. Смотрите, какая красота вокруг. В каком месте я буду стоять. Вот мои пакеты с едой. Надо их куда-то подальше убрать, чтобы Миша ко мне не пришел в палатку. Вот там спальник, все вытащила. Так, вот тут у меня спальник. Я всегда убираю в мешок, чтобы не отсыревал. Тут вот рюкзак мой. В радиалку рюкзак. Здесь всякие мелочи. Там положила, там положила, там положила. Короче, все поразложила. Вот это еще надо разобрать. Надо за водой сходить и кушать, готовить. Придется картошку заварить, потому что она у меня лопнула. 2 коробочки лопнула картошки. Это плохо. Она-то легкая, я ее не рассчитывала так быстро съедать. Я думала, каши буду варить, чтобы себе облегчить рюкзак. А придется мне картошку есть. Печально. Рюкзак везде бросала, вот и лопнула картошка. Ну, упаковка у картошки лопнула. Шапку надела, потому что комары просто заедают голову всю. Короче, надо делать дела. Так ничего не охота. Вообще хочется вообще просто лечь и спать. Я решила завтра дневку устроить, чтобы дать отдохнуть своему телу, во-первых. Во-вторых, дров тут натаскать, чтобы мне же тут несколько дней быть. Ну и так, в принципе, помыться на озеро. Ладно, все, надо делать дела. Я уже сходила вот за водой. Вот. Подряг.
Я думала, теплее вода, а нет, оказывается, холодная. Зато сейчас ногам как легче станет. Как хорошо, кайф. Я пока тут возилась, такое пропустила. Там такое солнце просто красное-красное. Вон оно. Вообще. Все, солнце зашло, почти уже холодно сразу стало. Не знаю, как я буду спать, эти орут там. Поем только картошку и попью чай с овсяными печеньками. Вы не представляете, как это вкусно. Когда ты такой голодный, когда ты весь день шел, нес вес. Любая еда, наверное, зайдет. Заварная картошка с сухариками и луком. Все уже отсырело, даже палатка уже сырая немного. Я ее открываю, она такая влажная. Тут все время влажность очень высокая. Смотрите, как красиво. После закатия. Я все сижу, любуюсь. Вот там вот начертания скал. На вон те вон пики. Так красиво. Камера, конечно, все не передаст, но все равно видите, да, очертания вот эти все. Вон они, их видно. Надеюсь, мне нормально видно, просто я себя не вижу вообще. Здесь очень холодает, во-первых, к ночи. А во-вторых, очень-очень высокая влажность. Сама палатка сухая, а тент, который сверху, он весь сырой с двух сторон. То есть он отсыревает. Я устала, хочу спать. Время, наверное, где-то около 10, может 10:30. Всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Ночь прошла просто отлично. Я вообще даже не помню ничего. Я вчера как вырубилась. Кстати, я посмотрела, было 11 вечера. И все, и только в 6:30 уже по нужде проснулась. Было не жарко, тепло, комфортно вообще прям. Носки даже сняла. В одном термобелье спала и вообще не замерзла. Хорошо, тепло и мухи не кусают. Встаем, товарищи. Встаем. Чё там? Какие виды? О, солнышко выглянуло. Что там за палаточкой? А там обалдеть. Шикарные виды. Просто сказка. Нет, это не сказка. Это озеро Лазурное. На сказку я пойду позже. Есть здесь и сказка тоже. Там тучи такие. Видите, какие тучи? Но ветер сильный, это хорошо. Их туда сдуло. Походу даже дождя здесь не будет. Но за день еще 100 раз может все поменяться. Вон, видите, какие тучи ходят. А вот там синее небо. Красивые белые пушистые облака. Просто очуметь. Вот это черепаха. Вот у нее голова, панцирь. В том районе находится озеро Сказка за черепахой. Там вот где-то перевал. Туда я потом схожу на несколько дней. Там есть каменный замок. Ну, в общем, я не буду сейчас все рассказывать. Вот у меня, кстати, еда висит. Она, конечно, низко висит, но мне пришлось так низко повесить.
Я сейчас прям очень сильно заморочилась. Нашла место получше. Заморочилась и весь лагерь перетащила туда. Раз 5, наверное, бегала, перетаскивала. Ну, чтобы все не складывать обратно в рюкзак. Палатку собранную перетащила. Это было самое сложное. Вот здесь стояла моя палатка. На таком почти идеальном огромном камне. Вон моя палаточка виднеется. Ближе к Мишаням, но подальше от людей. А здесь люди еще пока стоят на той стороне, они кричат по вечерам. А я зачем на природу выбралась, чтобы людей слушать, что ли? Мишани у меня больше внушают доверие, чем люди. Поэтому я к ним ближе перебралась. К Мишечкам. К Мишуточкам. Лес рядом, дрова рядом. Тут, правда, уже с дровами совсем все плохо. Люди постепенно валежник весь сожгли. Почти. Тут, короче, травка такая небольшая. И мягкая-мягкая, прям место ровное, идеальное. Я в позатом году здесь стояла. Это идеальное место для палатки. А вот там вот как будто как столик из корней. Там можно все раскладывать, даже кушать можно. Вот такая там травка под палаткой. Прям вот так вот, мягенько, ровненько. Вот костровище, тут даже немножко дровишки есть, мне повезло. Ну это мало, я еще буду таскать. Здесь вот уже поставила ботиночки на солнце сушиться. Вон туда иду спрятала, там прохладно под камнем. Так что место, мне кажется, идеальнее не может быть. Немножко о грустном хочу вам рассказать. Свиноты есть везде, везде. Вот, например, под камнем. Такое идеальное место для продуктов. Тут прохладно. И вот я заглянула, смотрите, что здесь. И баллон от газа, и бутылки из-под алкоголя, даже стекла есть. И вон бутылка еще. Банок просто море. Вот что люди думают, если они полную банку тащат, неужели им сложно унести пустую с собой? Я всегда их обжигаю, сплющиваю камнем, они вот такие плоские становятся. Вон я даже вижу, есть сплющенные. И забираю с собой. Ну что это за помойка? Вот сейчас идеально палатка стоит. Все как надо натянула. Тут ветра сильные, может и унести. И дожди, надо, чтобы она натянута была, чтобы не прилегал тент к внутренней части палатки. Чтобы просыхал хорошо и конденсат там не капал. Хотите лайфхак небольшой от меня? Не знаю, может кто-то тоже делает. Чтобы колышки не потерять, если вдруг выдернется нить с колышка, а колышек в земле останется, такое бывает. Вот такие маленькие камушки кладу. И потом даже если нить выдернет, под камушком колышек. Ну или рядом с камушком. А если, допустим, плохо колышек входит, то тогда надо большие такие камни класть на колышек, чтобы держала хорошо. Здесь вот такой осьминог из старого пня уже очень-очень-очень много лет стоит. И там люди денежки кладут. Ну это как духом. Вон видите, сколько монеток. Вот смотрите, в глазу паук сидит. Зрачок ему создал. Такой осьминог. В лесу, в тайге или в горах, в поле или в степях, неважно где. Везде же духи есть. Ну кто-то скажет, нет духов. Нужно просто не быть свинотой, а не монетки и конфетки оставлять. Это для духов самое лучшее будет. Я так считаю. Не только для духов, а вообще в принципе. Для природы, для вселенной. Дровишки потихоньку собираю. Вот с пилой хожу на всякий случай. Может, что где отпилить у какого-нибудь старого упавшего дерева.
Сейчас, короче, мучилась этим костром. Он тухнет и все. Тут дрова все время сырые, в Иргаках вообще с дровами очень тяжело. Попросила ветер, говорю, помоги мне, дуй, дуй. Он подул и раздул мне костер. Кашу решила себе сварить на обед. Ну, сейчас у меня быстро каша сварится. Да-да-да, кашка кипит, кипит. Сильно даже кипит. Надо, наверное, поднять маленько. Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят. Сварилась моя кашечка. Будем сейчас кушать. Кашка, кашка. Я булгур сварила. Специально беру каши в таких пакетиках, чтобы легче было варить и легче было посуду потом отмывать. Это такая же крупа, в принципе, только в пакетиках. Сейчас я сюда майонезика немножко. Майонез только в походе ем, потому что сметану не возьмешь, она прокиснет. Майонезика, горчички, лучок порежу. Как наверну, вкусненько будет. Пока у меня варилась каша, я вот такую веревку натянула, всегда ее беру с собой. Сейчас пойду помоюсь и хочу вещички кое-какие постирать мелкие. И развешу здесь посушить. Идеальное место для обеда. И для ужина, неважно для чего. Для завтрака. Вот такая у меня кашка. С манаезиком. С горчичкой. Вместо лука решила чеснока поесть. Что, никого нет, можно. С кусок сыра. Не ленилась, с собой взяла, тащила. А это у меня плюшки остались немножко со вчерашнего. Это вообще шикардос. Такое 2 недели я не буду видеть, а может и больше. Хлебное. Так что сейчас как поем. Мой трон уже с самого начала 5-го. Во сколько я ужинать буду. Идеальный обед. Кашка с дымком еще. И не то, что на газу. Потом еще цикорий попью. С какими-нибудь вкусняшками. Я покушала. Вообще очень отлично покушала. И иду мыться. Так холодно. Я вообще не знаю, как я буду мыться. Там еще вода такая ледяная. Прям леденющая. И ветер очень-очень холодный. Ух, такие дела. Будем сейчас как-то с этим бороться. Еще же постирать нужно. Вчера я пришла, вся потная, вонючая. Носки воняют. Но все равно потом же пахнет. И я их на солнце сегодня положила сушиться. Ботинки положила. Ну, вы видели, в общем. Стельки всегда вытаскиваю. И самое интересное, на солнце все это просыхает. И все, и вообще запаха никакого нет. Ни в ботинках, ни носки, как будто бы, не знаю, может еще их вот так встряхнуть от пыли, и все, и они чистые. Волшебство. И можно, в принципе, дальше носить, почему бы и да. Тут болотистые такие места, а я в летней обуви вон. Поэтому надо как-то аккуратно идти, чтобы нигде не провалиться. А потом по Куруму будет спуск. Вот вышла я к этому Куруму. Мне сейчас по нему скакать вниз. Такая красота вокруг. Плохо видно, солнца нет, вон оно. Озеро Таежный глаз.
такой обуви, как я, никто не ходит в такие походы. И даже не думайте, те, кто не ходили, что в такой обуви можно сюда ходить. Ее вообще такую обувь брать не стоит сюда, если только в лагерь ходить. Просто мне так удобно и все. И у меня ноги настолько натренированы так ходить, что нога на автомате ступает так, как ей нужно. Вот что мне нравится в Иргаках, что это везде просто есть вода. Ручьи, озера, водопады. И вся она чистая, ее можно пить спокойно, не боясь отравиться. Не, ну конечно, с озер я вам не рекомендую пить, потому что там люди купаются. А которая проточная вода, ее точно можно пить. Как красиво, как изворачивается и по скале стекает, по камню. Обалдеть, как мини-водопад. Класс. Красиво, вода чистейшая, просто прозрачная. Здесь глубоко и кажется, что нет. Жаль, солнца нет. С солнцем тут так красиво. И без солнца красиво, но с солнцем еще красивее. Ой, не знаю, как я сейчас здесь буду мыться. Мне заранее уже холодно. Как это холодно, вы просто себе не представляете. Такая вода леденющая. Я еще полотенце забыла. Поэтому нормально не смогла я искупаться. Так, поокуналась немножко. И все. Иду назад. На Лазурном покупаюсь еще. Папоротника столько. Красивый такой, пушистый. Только опасно, что не видно, что под ногами. Там и камни, и ямы, что только нет. Там же курум. Идешь, боишься провалиться или ногу свернуть. Папоротники в этом. Ничего не видно, что там. Такое дерево огромное. Это кедр такой. А на самом верху шишки вижу. Такой классный.
Я, короче, постиралась. Вот, все перестирала. Все, что вчера, в чем вчера пропотела. Руки вообще аж синие. Все иголками. Так замерзла. Меня всю трясет. Я уже там и термобелье надела. И еще кофточку. Вот такую теплую. Штаны. Еще вот эту кофту сверху. И вся замерзла, потому что я там намылась так вообще. Как в бане, блин. Накупалась, намылась. Тут озеро-то теплее. Я из него долго не вылазила. Потом еще стиралась сколько времени. Еще ветер такой холодный. Выходишь из воды и все. И тебя тут же обдувает ледяным ветром. А ты мокрый. Полотенчико маленькое. Весь не вытрясся. Волосы у меня все мокрые. Их помыла. Уже подсохли маленько. Сейчас буду костер делать. Надо хоть маленько погреться. Это родник. Вчера здесь отсюда прям стекало, сегодня что-то под камнем течет. Я решила за водой сначала сходить, а потом костер. Букашечек то и дело вытаскиваю без конца. Падают, блин, бедные, в воду. Пока купалась, сколько вытащила. Жалко мне их. Я понимаю, что естественный отбор, но если я вижу, что она там барахтается, почему бы мне не вытащить? Все-таки живая, борется за жизнь. Жалко. У меня уже тут костерчик вовсю горит. И греется водичка. На ужин будет опять картошка. А почему картошка? Потому что, как вы помните, у меня лопнуло 2 банки. Вчера я съела одну, сегодня надо съесть вторую. Съем картошку, попью чай с чем-нибудь. И, наверное, буду спать, чтобы завтра пораньше встать и пойти куда-нибудь в радиалку. У меня уже все, вода закипела на таком костре. Очень быстро я налила термос и заварила картошечку. Капец, слышите, орут на том берегу. Чё так орать? Вот почему я не люблю вообще группами ходить. Вечно визг какой-то, писк. Как у меня хорошо. Все тихо и спокойно, и гармонично. Ну-ка давай гори. Что это такое? Так, паук, иди отсюда, иди отсюда. Нечего там делать в костре. Вот это все дрова. Представляете, сколько я натаскала? Много. Дров вообще немерено теперь. Неделю можно жить. Я не вижу, что она снимает. В общем, что-то она снимает. Сегодня день был насыщенный, я реально устала. Такое ощущение, что я в радиалку ходила. Всем спокойной ночи. До утра.